если бы все вокалисты так пели, вот даже если убрать весь этот битбокс. Вокал или кринж? Всем привет, с вами Дима. Сегодня мы слушаем Тараса Станина. Да, он все-таки битбоксер, но зная, как он поет, он во многом больше вокалист, чем многие вокалисты. Напомню то, что в этой рубрике мы в конце расставляем баллы, и у нас есть 5 критериев. Это индивидуальность, харизма, техничность попадания в ноты и донесение смысла. За каждый пункт можно получить 10 баллов, то есть в сумме максимум это 50. Давайте посмотрим, сколько получится у Тараса по вокалистским меркам. Потому что по битбоксерским-то здесь вообще нет вопросов. Подписывайтесь на канал, приходите на онлайн-уроки по вокалу, сольфеджио. Мы начинаем. В общем, я нашел специально его записи со стримов, где он все штуки, которые записал красиво, с обработочками, он поет лайвово, просто в микрофон. И там все понятно. Я буквально секундочку вот этой записи включу, и потом мы перейдем в стримы. Здесь достаточно чистый звук, но вот на стриме это еще чище и понятнее, как будто вот человек будет делать это возле вас, и вы это послушаете. Так что давайте сейчас заценим. Ему регулярно говорят, видимо, что это фейк какой-то, и он доказывает обратное, что это близко не фейк. Ну, какие вопросы? Столько оттенков и такая координация для меня, как для вокалиста, это дикий шок. Он переключается очень быстро и, ну ладно, ты переключился с одной позиции на другую, ты переключился с I don't wanna в такой, да, прием, но он остается в тоне, четко поет в нотке. Да, может где-то чуть-чуть вихренул, но не сильно. Он просто на стриме показывает, типа, да нет, я могу это спеть. Как он там двигает язык, это все очень хорошо слышно, типа Вот попробуйте даже просто закройте все языком, и из получится такой звук. И он все это очень хорошо чувствует и не выпадает интонационно. Давайте чуть дальше послушаем еще. Вот этот звук вообще просто ты делаешь язычком, который... Да, да. То, что не применяется в обычных вокалах, здесь, чтобы сымитировать всякие синтезаторные звуки, звуки с обработкой, он использует просто все. Вот если это будет прям вблизи микрофона, ну это прям мощь. Вот он здесь подальше сидит, поэтому мы все басы не слышим. Но, тем не менее, все понятно, вот опять же, как если бы человек возле вас это воспроизводил. Кайф. Тут чуть поехал, но ничего, бывает. Вот причем, понимаете, то есть вот эта штука, то, что он делает, ты меняешь так высоту тона просто за счет того, что у тебя разного объема полость. Для этого нужны хорошие уши. Он сейчас дальше, по-моему, еще кое-что споет. Шикарный звук, причем достаточно высокий.
И еще параллельно, кроме того, что ты просто сделал хороший звук, красивый, похожий на гитару, интересный, ты еще делаешь ритм-секцию. Ну, Don't tell me all I need is a little bit. And the bill and piece on the bed, the cat crocking in the club when they kill the shit. Go straight that thing, can't drop that thing. Let me see you go up and down. Rotate that thing. I wanna touch that thing. Can you make it go round again? The round stepping in the top. I'm a who you be. вот, кстати, что интересно, в отличие от многих битбоксеров, насколько я наслушан, я не сильно искушен, но вот сколько я слышал, не так часто они вот прям поют. А Тарас вот именно любит попеть. И у него это классно получается, красиво. Я даже какие-то штуки у него беру на вооружение, как можно было бы применить баритон, если ты хочешь спеть ту или иную песню. Ну вот кайфово же звучит, кайфово. Давайте послушаем следующее. У Тараса достаточно красивый головной тон, и, допустим, штуку, которая I don't wanna, он поет этим головным голосом. Сейчас он споет немножко из композитора Бородина. Написано то, что это beatbox and opera. «Улетай на крыльях ветра» головным звуком. То есть для него, в принципе, поменять чуть-чуть позицию, ну, для него реально это чуть-чуть. Немножко округлый звук, чуть побольше вибрато, и все, ты уже поешь достаточно академичным звуком. Улетай. Go drum and bass. Блин, мне что нравится в этих ребятах, они такие заряженные на ритм, то есть они прям мыслят ритмично, ритмично, чтобы было качево, качево, качево. Даже когда Тарас поет, все равно это слышно, то, что у него внутренняя пульсация, она прям очень активная, и если ты не будешь чувствовать внутри сетку ритмическую очень четко, ты качево не споешь, ты качево не сыграешь, а все-таки битбокс — это скорее как играние на инструменте, на котором очень много чего можно подвигать. Еще раз хочу послушать вот эти высокие нотки здесь у него головные. Да, очень объемно. Улетай! Очень аккуратно, кайф. Ну, давайте еще чуть-чуть послушаем. И я, кстати, нашел запись, где ему там, по-моему, что-то в 18 лет. Такая древняя запись, там, лет 10-12 назад. Давайте пока другую послушаем. Мне вот интересно самому в этом разбираться и послушать не только студийку, а послушать лайв. Это любо-дорого. Особенно, когда там все хорошо, и ты такой... «Ух, ну, вообще, есть крутые музыканты». Else looking. Hills. Maybe. I only cook you when it's boom. Survive to only count that I'll be. Said I only love it when you touch me. Feel me. When I'm walked up to kill me. Yeah. Oh, feels your eyes, feels your eyes. Who are you to judge? Not a really good start, but it's. Give me. Да, это типа не очень хорошо, как будто он говорит. Это достаточно хорошо. Не, правда, если бы все вокалисты так пели, вот даже если убрать весь этот битбокс, просто если бы он спел, это уже было бы шикарно. Но он еще начинает битбоксить, и это просто прекрасно. Очень сильный музыкант, потрясающий. Давайте немножко еще этой записи послушаем. Я причем понимаю, что он делает, понимаю, каким местом, но у меня это не скоординировано. И я понимаю, сколько времени нужно, чтобы это все соединить в этот один огромный ансамбль. И даже, ладно, ты научился делать все эти приемчики, но тебе же нужно их грамотно скомпоновать, а это уже твоя фантазия, это уже твоя наслушанность и твой дар аранжировщика. Вот у него он есть. Здесь так, здесь так, здесь так, и в итоге вкусно. Tell me something else beside your name. Your name. Our feelings are the same. Same, 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 same. Let's just kiss and fade away. I'm already in your brain, your brain.
There is nothing you can change. I will drive you insane. Cause I'm already in your brain. Brain. Это даже учитывая, что он далеко от микрофона сидит, все равно это так мощно звучит. Все эти низа, которые он губой воспроизводит, нечто. Кстати, достаточно много у него приемов, связанных с воздухом. Всякие вот эти вот штуки, и он их хорошо координирует. Они у него очень разные. Большая синтезаторная палитра получается таких воздушных звуков. Давайте чисто ради интереса я еще покажу кусочек, где он поет давным-давным-давно. Это, наверное, начало его битбоксерской деятельности. Можно делать и музыку, а не просто какие-то... Вот, кстати, вот сразу уже понятно, как он мыслит. Он говорит, сделать музыку, а не... Музыка? Вот это видео, кстати, это 11 лет назад. О, у него уже этот гитарный звук есть. Друзья, вам нравится? Мне интересно, а он здесь головным звуком тоже будет петь или нет? Hey, sweet dreams I made of this. Who am I to disagree? Travel the world on the seven seas. Everybody just looking for something blue. Достаточно интересно. В общем, если хотите то видео сами найти, это Тарас Станин, битбокс на праздник, что-то такое, 11 лет назад. Интересно, да, то есть там у него очень мало головного звука, он в гитаре его использует. Не так это все точно, более кочево, много всяких этих звуков, ориентировка именно на бит, бит, бит. Мелодики не так много, то есть он за все вот это время и допилил интонацию, это слышно, и плюс еще сильно лучше стал делать аранжировки. Кайф. Давайте расставим оценки. Индивидуальность. Ну, вот по меркам битбокса, я думаю, это достаточно индивидуально все, потому что аранжировка здесь очень много определяет, и оценка будет очень высокая. По меркам вокала, насколько это индивидуально, это уже насколько я узнаю голос Тараса. Я это определяю так. Это будет, наверное, где-то 7, 8. Ну, давайте 8. Все-таки тембр вполне себе очевидный и в головном, и когда он поет баритоном, я поставлю 8. Можно узнать. Но 8 пишем, 7 в уме. Харизма. Харизма шикарная, абсолютно себя чувствует спокойно, свободно, расслабленно, качево. Ты получаешь очень правильный вайб. Ты вот, когда слушаешь Тараса, чувствуешь, я за себя говорю, какое-то успокоение. Как будто бы вот все сейчас произойдет так, как должно быть. Будет прекрасно. И это выглядит уверенно, это звучит уверенно. Харизма 10. Техничность. Ну, это сложно, но я попробую. Вот по меркам вокалиста ты должен технически уметь делать разные штуки. И
Тарас делает очень много разного и очень хорошо это координирует. Некоторые приемы у него отсутствуют вокальные. Там, не знаю, что-то такое микстовенькое, но и фиг с ним. Есть очень много других штук, которые он исполняет, и это нечто. За техничность я даже не 10 бы поставил, это какой-то уровень бог просто. Я поставлю 11. Это очень круто, потому что все это собрать воедино и не выпадать — это такая сложная задача. Вокалисты, когда поют, не всегда одним голосом могут хорошо управлять, а он несколькими делает все прекрасно. Это, ну, не, я правда, я поставлю что-то экстраординарное, для меня это 11. Попадание в ноты, да, где-то что-то могло уехать, но в целом это очень плотненько, и учитывая, что ты прыгаешь по разным голосам, попадание в ноты прекрасное. Я сижу в шоке еще поэтому. Это десятка. Это очень хорошо. Он бывает уезжает, он сам это знает, чувствует, но он старается туда потом вернуться, он туда возвращается, и все хорошо. Тем более мы смотрели какие-то штуки со стримов, то есть это он подряд много-много всего поет и просто на шар сходу. И это круто звучит. Донесение смысла. Вот, кстати, по смыслу тут его маловато. То есть ты чувствуешь вайб, ты ощущаешь энергию, есть бит, но чтобы ты ощутил какую-то там, не знаю, боль, радость или еще что-то, какие-то переживания, я этого не чувствую. То есть как будто какое-то ощущение просто очень хорошего, четкого исполнения по референсу. Как ты у кого-то услышал и с него прям это сделал очень хорошо и красиво. А это тоже нужно уметь, но это по донесению смысла явно не десятка, когда ты что-то привносишь и чувствуешь. Это скорее где-то, ну, семерочка, шестерочка, не знаю, вот надо сейчас подумать. Я поставлю, наверное, 7. Напоминаю, подписывайтесь на мои соцсети, приходите на онлайн-уроки по вокалу. А теперь какой у нас балл? 46 баллов. Это очень высоко, это очень круто. Если бы действительно вокалисты пели на таком уровне, это было бы шикарно. И я на самом деле эту рубрику и делаю, чтобы найти, а кто все-таки у нас действительно очень круто поет. Вот я бы Тарас туда добавил, он бы там среди всех смотрелся просто прекрасно. Он готовый вокалист, но он еще и битбоксит. Всем добрых вечеров, вкусных чаев.